Здорово, не ожидали? На связи Скерс. Буквально недавно вышло аниме Дан-Да-Дан, и я уже приготовил вам пересказ манги. В этот ролик вложено очень много сил и времени, поэтому за просмотр лайки передаем, не скупитесь там, и комменты подвести не забудьте. Все самое главное скажу в конце. Ну а сейчас присаживайтесь поудобнее, нахватите что-нибудь вкусненького, мы начинаем. Главную героиню манги зовут Момо, и ее день начался неудачно. Парень, с которым у нее было свидание, оказался мудаком. Ему нужны были деньги в долг или перепихон, причем оплата отеля в сделку не входила. Этот расклад Момо не устроил. Не справившись с эмоциями, она крутанула вертушку. Но Альфонс таки умеет драться. Резкий удар в живот усадил тянку на жопу. Раз уж она такая нищебродка, да и недотрога в придачу, он не будет терять с ней время. Момо не придумала ничего лучше, кроме как начать спамить названиями морепродуктов. Найс, оскорбляшки. Позже, рассказывая одноклассницам о неудачном свидании, она услышала их насмешки. Обзываться она вообще не умеет. К тому же ее ведь предупреждали, что этот парень конч. Но Момо нравятся мужественные пачаны, наподобие Такакура Кена. Это, если что, японский актер, этакий аналог Клинта Иствуда. Ровесница считает такой типаж дико устаревшим. Чуть позже, прогуливаясь по школе, Момо заметила, как издеваются над ботаном. Один из малолетних дебилов сунул магнит в бумажку. Но узнать, насколько громко орет очкарик, не вышло. Момо присела рядом с ним. Взяв у ботаника его книжку, она взглянула на агрессоров. И они, испугавшись, сделали вид, что ничего не произошло. Разочарованная Момо покинула класс. Нужно поискать, на чем бы ей выпустить пар. Неожиданно ботаник окликнул ее. Догнав девушку, паренек уверяет, что знает то, что ей понравится. И он явно не общался с другими людьми, ведь повторял это до той поры, пока Момо прямо не сказала, что не собирается с ним дружить. Однако очкарика не остановить. Он протягивает ей свою книжонку. А там просто филиал РЕН-ТВ в мягком переплете. И Обама был на Марсе, и жидорептилоиды Оксиминоги управляют миром. В общем, полный фарш. Момо объяснила, что не верит в НЛО. Но ботаник изящно поправил ее. Это не НЛО, а НВЯ, неопознанное воздушное явление. Затем он начинает жестко душнить. Момо быстро утомилась и попросила его замолчать. Теперь понятно, почему у него нет друзей. В ярости она швырнула его книжку, сообщив, что он должен прекратить попытки подружиться с ней, после чего ушла. Но все-таки у нее есть сердце. Девушка вернулась, подняла его книжку и извинилась. Она призналась, что не верит в пришельцев, но зато верит в призраков. Это развеселило ботаника. Может, она еще ТВ-3 поглядывает? Подкол оценен не был, и парочка начала спорить с утроенной силой. У Момо в качестве пруфа есть бабуля, которая была экстрасенсом. Но ботана эти прохладные истории не впечатляют. Их спор приметили приятельницы Момо. Надо же, быстро она забыла о своем Такакуре. Видимо, совсем отчаялась, раз начала подкатывать к ботанам. В конечном итоге они договорились проверить существование того, во что не верят. И тот, кто проиграет, станет слугой у другого. Спустя время Момо прибывает на место, о котором ей рассказывал ботаник. Прямо сейчас они болтают по телефону. Челик уверяет, что здесь обитают пришельцы, и существует вероятность, что они похитят ее для экспериментов. Девушка испугалась. Выходит, его уже похищали? Очкарик не знает. Пришельцы же стирают память после своих делишек. Момо смекнула. Он сам никогда не видел пришельцев. Паренек начинает юлить, но Момо его оправдания не интересны. Пусть лучше расскажет, как там у него обстановка. Он тоже на месте. И хоть чувствовал страх, был готов доказать, что призраков не существует. Войдя в тоннель, он начал напевать песенку. Момо предостерегает его. Кричать текст песни – не лучшая идея. Так говорят в инете. Услышав это, ботаник понял. Выходит, и она здесь не была. И призраков, конечно же, не видела. Так и есть. Ботан поражен. Как можно верить в то, чего не видел? Момо объяснила, что хоть сама призраков и не видела, но ее бабушка была экстрасенсом, и она вырастила ее, когда родители умерли. Паренек сочувствует. Девушка продолжила. Ее семья была странной, заставляли делать какие-то заклинания, и мальчишки в школе из-за этого дразнили ее, в том числе тот, который ей нравился. Она ненавидела бабушку за это. До недавних пор девушка даже не разговаривала с ней и перестала делать заклинания. Только недавно до нее дошло, что она злилась не от того, что не нравилось тому мальчику, а потому что он смеялся над ее бабушкой. Ведь она любила ее и ее работу в качестве медиума. Ей она казалась особенной. И да,
Она никогда не видела призраков. И даже не уверена в том, что у бабули есть способности. Но она приняла ее и в одиночку воспитала. Поэтому Момо верит в бабушку и верит в сверхъестественное. Но что насчет него? Почему он верит в НЛО? Ботаник признался, что у него нет какой-то трогательной истории. И вообще, разве ему нужна особая причина, чтобы верить в пришельцев? Момо не стала докапываться. Зато подметила, что по телефону он общается более смело, чем в реальности. Очкарик наверняка нашел бы, что сказать. Но вдруг у него на пути появилась странная бабка с весьма пикантным предложением. Как насчет полизать ее обвисшие сисяндры? А она взамен лизнет его бананчик. Ботаник не любитель кураги. Роняя кал, он пулей вылетел из тоннеля. Момо слышала, как он верещал, и предупредила. Этот призрак очень опасен. Но ботаник все еще не верит в призраков. Он убеждает себя, что это просто извращенная бабка. Запрыгнув на велик, он пытается свалить. Момо кричит ему в трубку, чтобы он не позволял ей себя обогнать, иначе попадет под проклятие. Внезапно связь прервалась. Момо поняла. Дело пахнет писюнами. Нужно выручать балбеса. Но неожиданно она заметила несколько криповых рыл. Девушка решила, что лучше бы ей убежать, но незнакомцы оказались быстрее. Они схватили ее и начали раздевать. Придя в себя, Момо обнаружила, что связано. Похитители оказались с планеты Серпа и попросили не беспокоиться, и они пришли с миром. Услышав это, Момо тут же начинает вопить, что они испортили ее одежду. Впрочем, сейчас это не важно. Она хочет домой. И раз уж они пришли с миром, пусть снимут с нее всю эту хрень. Но у Серпа другие планы. Дело в том, что их вид исключительно мужского пола, и размножаются они при помощи клонирования. Из-за этого биологическая эволюция не происходит. Конкуренция и эмоции были искоренены из их генетического кода. Поэтому, чтобы восстановить репродуктивные функции, им нужны человеческие бананы. Затем один из них демонстрирует свой бананчик. Сейчас они займутся сексом, а после извлекут ее матку, дабы провести исследование. Момо такой расклад не устраивает. Она уже имела дело с говнарями, но сохранила невинность. И какие-то стрёмные пришельцы не сорвут цветок, что она берегла для Такакуры Кена. Однако Серп пошутить не намерены. Приложив руку к ее голове, пришелец начинает возбуждать ее при помощи психокинеза. Ее тело становится все горячее. Девушка отчаянно пытается сопротивляться, и Серпа под впечатлением. У нее хорошая стойкость. Но пора начинать. Однако от соития их отвлекает ее телефон. Как не вовремя. Один из пришельцев решил отключить источник шума. Но внезапно из мобилы выпрыгивает бабка. Первым делом она хватается за член пришельца, а затем со всей дури отбрасывает его в стену. Турбобабка таки обогнала ботана, и теперь он проклят. Увидев знакомое лицо, Момо тут же просит его помочь. Серпожитель удивился. Даже у них нет технологии, позволяющей вторгаться через смартфон. Очкарик же вновь теряет контроль, и управление переходит извращенке. Бабка требует от пришельцев член. Однако не так быстро. Они выкупили, что перед ними мужик. А им здесь делать нечего. Здесь рады только женщинам. В ту же секунду троица принимает свой истинный облик. Они заберут человеческий банан. Однако он уже принадлежит бабке, и отдавать перец малого она не намерена. Турбопрофурсетка вихрем проносится по стене и отрывает еще один искусственный пинус. Однако это не могло продолжаться вечно. Инопланетным попускам наконец удается впечатать в стену вторженца. Это их первая встреча с таким воинственным человеком. Ну да ладно. Пришла пора забрать его банан. Вернувший управление своим телом, ботан вопит, что отдаст им все что угодно. Ведь на самом деле у него нет друзей. И он думал, что хотя бы жители других планет захотят с ним подружиться. Еще с начальной школы он пытался призывать НЛО, но ничего не выходило. Сколько бы он ни старался, все было тщетно. Люди дразнили его, да и пришельцы никогда не замечали. Никто никогда не признавал его существование, кроме Момо. Она заступилась за него, поэтому пусть уберут от нее свои руки. Если ради нее он должен стать уродом, так тому и быть. Ботаныч пытается выбраться. Однако стоило пришельцам приложить чуть больше усилий, как он уже сдался. Видимо, он не годится для такого. Момо кричит, чтобы он продолжал бороться. Пришелец, выслушав признание очкарика, говорит, что им никогда не подружиться с таким грубияном. К тому же, им нужны только женщины. Теперь, когда помеха устранена,
можно вернуться к возбуждению человеческой самки. Почувствовав это вновь, Момо забирается в глубины своей памяти. Бабушка всегда говорила ей, что нужно выпустить свою ци, и тогда ей не придется беспокоиться о несчастных случаях или болезнях. Даже хулиганы не смогут подойти к ней. Нужно впустить энергию в самую глубину живота, а затем представить, как ци выходит из макушки головы с большой вспышкой. Момо так и делала, но из-за этого все над ней смеялись. Тогда она и наговорила своей бабуле всяких гадостей. Но почему она вспоминает об этом в такую минуту? Момо просит прощения у бабули. Она просто стеснялась. Затем девушка делает так, как говорила бабушка. И надо же, подействовала. Турбобой впечатлен. Она что, экстрасенс? Но, по правде говоря, и сама Момо в шоке. Благодаря своей новообретенной силе, девушка выбирается из захвата. Серпожитель потрясен. Как ей удалось выбраться из его психокинеза? Черт, видимо, он переборщил со стимуляцией, и ее чакры открылись. Момо поверить не может. Все это время бабуля была права. Но теперь с этой силой она им задаст. Момо тут же крутит вертушку и отправляет первого попавшегося пришельца в нокаут. Причем удар был такой силы, что вся тарелка накренилась. Серпа теперь не до Саити. Момо кричит пацану, что им пора сваливать, но одержимый проклятием малый набрасывается на нее. Девушка тут же вопит, чтобы он завязывал прикалываться, и бьет его по голове, сама не понимая, как она изгоняет турбобабку. Но хоть она и покинула его тело, проклятие все равно не отступает. Извращенка поясняет: пока действует проклятие, член паренька будет у нее, и если они хотят вернуть его, пусть приходят к тоннелю. Она будет ждать очкарика и безвкусную ведьму. Момо восприняла это оскорбление на личный счет. В это время тарелка падает на заброшенное здание. Чуть позже наши герои выбрались из этой передряги, и теперь они верят в призраков и НЛО. Вот только что дальше? В данный момент Момо приходится стабилизировать состояние пацана, чтобы он не взбесился. Вдобавок ее форма, кошелек и телефон пропали. Ботан спрашивает: а как им избавиться от проклятия? Ясен пень, надо надрать жопу старой корге. План действий ясен. Ботан встает и снимает с себя одежду. Пусть Момо наденет ее и идет домой. Все это произошло по его вине, и он больше не может вовлекать ее в это. Сам он отправится в тоннель и разберется с этим. Но Момо не собирается его отпускать. После всего, через что они прошли, ей кажется, что из них получится неплохая команда. Ботан что-то бубнит себе под нос, за что получает поджопник. Пусть надевает свои шмотки, и они пойдут в тоннель. Мало извиняется за свое поведение. Правда в том, что он неловкий парень. Момо замерла от удивления. Он сказал эту фразу точно так же, как ее любимый актер. Сердце бешено стучит. Она пытается себя успокоить. Что с того, что он случайно сказал цитату Такакура Кена? Чтобы отвлечься, девушка просит его напомнить. А как его зовут? А то она так плохо запоминает имена. А оказывается, что ботана зовут Такакура Кен. Услышав это имя, девушка обомлела. Наконец она пришла в себя. Не может быть, чтобы его так звали. Такакура не выкупает. О чем она? Это действительно его имя. Момо отказывается в это верить. В тот же момент проклятие дает о себе знать. Одержимый паренек начинает косплеить Сиранхелию. Но экстрасенсорный заряд добра и позитива прогоняет турбобабку. Такакура благодарен за сеанс экзорцизма. Девушка же предлагает установить кое-какие правила для их сотрудничества. Отныне его имя под запретом. Она будет называть его Акарун, ведь он любит всякие оккультные штучки. Не то чтобы это нравилось очкарику, но, видимо, другого выхода нет. Замес с инопланетянами, к слову, был довольно долгим. Уже светает. И стало быть, турбобабка не вырвется наружу, ведь призраки могут выходить только по ночам. Так что, может, они потусят у нее дома до темноты. А Карун не против. Некоторое время спустя парочка добралась до ее дома. Момо предупреждает. Ее бабушка очень предвзята к парням. В прошлый раз она чуть не грохнула ее бывшего. Малой напрягся. Об этом можно было сказать и раньше. Но пора идти знакомиться. Вот только когда Акарун попытался пройти через арку, все его тело моментально вспыхнуло. Используя свои силы, девчонка швырнула бедолагу в пруд. Это помогло. Оказалось, что бабулечка позаботилась о безопасности своего дома и оставила оберег от злых духов. Чтобы очкарик смог пройти, девушка снимает печать. Теперь проход свободен. Паренек с опаской входит внутрь. Наконец парочка дома.
Вот только бабули нет. Но ничего страшного. Девушка решает пойти переодеться. Но как только дверь ее комнаты закрылась, проклятие вновь дает о себе знать. Без задней мысли Акарун распахнул дверь и попросил о помощи. Момо кричит придурку, чтобы он убирался. Она ж переодевается. Закончив с этим, девушка дает ему одежду. Ну да, женская, но другой сейчас нет. Акарун благодарит ее. У Момо возник вопрос. Как там поживает его штучка? Очкарик не понимает, о чем она. Момо просит показать ей, что там у него между ног. Ведь турбобабка говорила, что его член у нее. Парнишка тут же проверяет труханы и... да, пеструн отсутствует. Момо хотела бы взглянуть, но Акарун уверяет, что там просто ямка. И не на что там смотреть. И вообще, это она во всем виновата. Ведь это Момо предложила этот спор. Девушка не согласна. И тогда очкарик решается на откровение. Да, он ляпнул это сгоряча. На самом деле, он просто не хотел упускать свой шанс. Ему всегда хотелось иметь друзей. Поэтому он и попытался заговорить. И был таким отчаянным. Но, как выяснилось, они будто живут в разных мирах. Ему не стоило подходить к ней. И очень жаль, что он втянул ее в это. Когда все закончится, может и дальше его игнорировать. Момо говорит, что эта его черта и вправду раздражает. Он постоянно предполагает отношение людей к себе и ограждается от них. Нельзя заиметь друзей, отталкивая их. Пусть больше не говорит такие глупости. Лучше пусть расскажет про свое увлечение. Но Акарун стесняется. Девушка всеми силами пытается выудить хоть слово из него. И малой не придумал ничего лучше, чем назвать ее вонючкой. Да, социализация у него мое почтение. Разумеется, парочка опять начала сраться. Но в самый разгар разборок они что-то услышали. Это ее бабушка вернулась? Момо уверяет, что никогда не слышала такой звук. Нужно быть осторожнее. Пригнувшись, девушка пытается выяснить, в чем дело. Очкарун не понимает, что такое. Дело в том, что у них дома 2 колокольчика. Один для людей, а второй для злых духов. И она сняла печать, защищающую дом от них. Снаружи что-то есть. Акарун просит ее вернуть печать. Но проблема в том, что как только девушка это сделает, Акарун, одержимый извращенной бабкой, будет испепелен. Тогда парочка решает, что сперва очкарику нужно покинуть территорию. Выйдя во двор, они никого не увидели. Но приглядевшись, заметили черный туман. Момо толкает пацана. Им нужно сваливать. Вот только впереди стена. Они в западне. И туман уже начинает действовать. У обоих пошла носом кровь. Единственный выход — добраться до ворот. Вот только перед ними стена. Если она там останется, им не выбраться. Однако это не главная проблема. Впереди огромный монстр. И он их заметил. Наконец ему удалось найти их. Они нарушили обещание. И теперь их гениталии принадлежат ему. Чудовище атакует, но парочке удалось увернуться. Момо на панике. Акарун слышал, что хочет этот дух? Может, у него есть запасной пинус? Конечно, нет. Затем Пачан говорит, что это не дух, а пришелец. Это флетвудский монстр. Его описывают как 3-метрового пришельца. Впервые был обнаружен возле американского городка Флетвуд. В Японии его видели в префектуре Яманаси. Момо недоумевает. Но колокольчик. Неужто пришельцы могут использовать предметы для духов? Акарун сообщает, что есть исследования, показывающие, что люди, видевшие сверхъестественное, склонны видеть НВЯ. Другими словами, у призраков и пришельцев может быть что-то общее. Выходит, он заодно со вчерашними пришельцами. Вот ведь прилипалы. Нужно скорее разобраться с ним, пока до них не добрался туман. Вот только пока она подавляет проклятие Акаруна, у нее не получится использовать свои силы. У Пачана возникла идея. Пусть Момо попробует подавить проклятие в его голове, но отдаст ему все остальное тело. Времени обдумать это предложение нет, поскольку инопланетный сумаист не стоит без дела. Парочке приходится сменить укрытие. Ситуация безвыходная, и поэтому девушка решает попробовать. Трансформация начинается. И в этот же момент сумаист уничтожает их укрытие. Благо, план сработал, а Акарун спасает Момо. Получилось. Он чувствует себя таким сильным, но в то же время ощущает себя подавленным. Его разум ясен как никогда, но душа подавлена. Девушка удивилась, почему его стиль речи так изменился. Он стал таким пессимистичным. Акарун извиняется. Все дело в том, что он неловкий парень. Момо взрывается. Она же просила не говорить эту фразу.
После уже стандартной срачки паренек решает испытать свою силу. Вот только пришелец не дал ему такой возможности. Он буквально прихлопнул паренька. Момо в ужасе. Однако, не все так просто. Пальцы пришельца были отрублены. С Акаруном все в порядке. Он и сам не понял, как это произошло. Тело двигалось само по себе. Так вот, какая мощь у турбо-бабки. Правда, это чертовски утомляет. Но зато у них появился шанс на победу. Но нет, парнишка начинает блевать. Здоровяк пользуется этим и мощным ударом отправляет бедолагу в ближайшую постройку. Не дожидаясь, пока тот оправится, гигант пытается прихлопнуть недотепу. Но Момо буквально в последний момент вытягивает его из-под пятки. Акарун просит прощения. Его тело не справилось с нагрузкой. Люди не созданы для такой скорости. Все, на что ему хватило сил, отсечь 5 пальцев. Что же им делать? Момо сетует на туман. Из-за него она обессилена. Но тут в ее голову приходит мысль. Этот парень типа борец сумо. Выходит, если она заставит его руку коснуться земли, то они выиграют. Верно? Услышав это, Акарун взбодрился. Она гений. Нужно попробовать. Парочка проворачивает тот же трюк с перевоплощением. Ему нужно целиться в ноги. Вдвоем они бегут на чудовище. Девушка придает ему ускорение, и Акарун на полной скорости уничтожает ногу здоровяка. Вот только тело парнишки на пределе. Момо приходится одной рукой сдерживать проклятие, а второй здоровяка. Вот же геморрой. Рука монстра коснулась земли и начинает испаряться. Но не все так просто. Из его тела вырывается сразу 2 ноги. Оставшейся рукой он хватает девчонку и со всей дури впечатывает стену за воротами. Девушка чудом не превратилась в блинчик. Акарун теряет силу и вновь становится человеком. Момо приходит в себя. Этот хитрожопый ублюдок жульничает. Его рука коснулась земли. Акарун, заметив, что с ней все хорошо, просит, чтобы она выпустила проклятие еще раз. Но у него уже был шанс. Теперь Момо сама с ним разберется. Гигант пытается ее прихлопнуть, но Момо удается сдержать удар. Тогда Сумаис запускает целую серию сильнейших ударов. С трудом, но Момо выдержала. Акарун переживает. Она ведь умрет. Да, это был план. Такой глубины хватит. Они уже за воротами. Затем девушка при помощи телекинеза притягивает к себе парнишку. И когда он оказался рядом, свободной рукой возвращает печать на место. И как только она вернулась, монстр вспыхивает. После того, как он исчез, пропала и стена. Они спасены. У них получилось. Проклятие Акаруна вновь дает о себе знать. Девушка помогает ему. Но это уже достало. Очкарик напоминает, одержимость не от его желания зависит. Момо заметила, что в пареньке что-то изменилось. Он что, сменил прическу? Ему идет. Хотя бабушкин паричок ей больше нравился. Акарун требует, чтобы она не смеялась над ним. Девушка улыбнулась. А затем ей стало плохо. Обессиленная Момо падает. Акарун хочет помочь, но в эту же минуту проклятие берет вверх, и он нападает на нее. Но отвлечемся от этой парочки. Переносимся на съемки передачи «Непроницаемый медиум». Тамошняя гадалка обсирается прям под запись. Перед ней чел. Она говорит, что ему 27, но ему 20. Его любимая еда карри, но на самом деле рамен. У него жена и дети, но он холост. После такого фиаско экстрасенс уходит. Зовут ее Додория Санта. И работники ТВ даже рады, что она постоянно ошибалась. Но стоит ли этот сегмент пускать в эфир? Редактор уверяет, что все в порядке. Никто не будет жаловаться на маленькое местное телешоу. Додория едет домой. Ее узнал таксист. Ему хотелось бы поболтать с ней, но у ведьмы нет никакого желания. Она просит его остановить здесь. Теперь, если он не хочет умереть, пусть уезжает. В это же время одержимый Акарун схватил Момо и собирается навернуть вареников. Но в последнюю секунду ему в голову прилетает странный предмет, из-за которого он воспламеняется. Одержимый тут же ныряет в воду. Оказалось, что это Додория и есть бабушка Момо. Надо же! Она думала, что внучка привела домой очередного поганца. Но он даже не человек. Честно говоря, внучка доставляет сплошные неудобства. А ей вообще-то нельзя нервничать. Из-за стресса у нее сушится кожа. Что ж, пусть нападает. Додория оказалась не такой старой, как ее представляла Момо. К удивлению ведьмы, на месте, где был одержимый, осталась лишь лужица. Мгновение спустя Акарун нападает сзади, но атака полностью провалилась. Он вновь воспламенился.
Байонета знала, что на нее нападут со спины. Более того, одержимый придурок попался в ловушку. Если попытается выйти за линию, погибнет. Далее она любезно объясняет принцип действия барьера. Если гвоздь оберег воткнут в землю снаружи круга, вся область вокруг превращается в барьер. И наоборот, это тоже работает. Именно поэтому он не смог ее коснуться, ведь она защитила себя им. Турбобабка вопит, что сожрет ведьму заживо. У нее не выйдет держать ее здесь вечно. Но в планы Байонеты не входит содержать демона. Она просто убьет его. И ведьма начинает избивать одержимого битой. Пока он в этом круге, хваленая скорость турбобабки бесполезна. Пора с этим кончать. Байонета достает гвоздь. И тогда турбобабка сообщает: если она сожжет ее, тогда и проклятый человек умрет. Додори уверяет, что убьет любого отброса, посмевшего обидеть ее внучку. Людей это тоже касается. Сказав это, ведьма опускает гвоздь. Момо наконец приходит в себя. Она в своей постели. Но что с Акаруном? Спустившись вниз, она увидела свою бабушку, которая, как ни в чем не бывало, смотрит телек. Внучка хочет узнать, что случилось. Но сперва ей нужно ответить на вопрос. Она что, ходила в обитель призраков? Момо рассказывает, что не она, а ее друг. К слову о нем, она не видела паренька в очках. Ей нужно быть рядом с ним, иначе быть беде. Байонета говорит, что если она о призраке, то его больше нет. Момо занервничала. Что это был за призрак? У него были очки? Додори удивилась. Ей казалось, что внучка не верит в призраков. К тому же, разве она забыла, что ее бабушка глупая недогадалка? Момо злится. Когда уже эта старая корга перестанет это припоминать? Пусть просто ответит. Бабуля продолжает издеваться над внучкой. И тогда Момо падает на колени и просит прощения. Она была не права. Но может ли она сказать, что случилось с тем призраком? Додори говорит, чтобы она заглянула в храм. Момо, позабыв о том, что только что стояла на коленях, рванула туда. Если с Акаруном что-то случилось, пусть старая корга пеняет на себя. По дороге туда она вспоминает слова Акаруна. Он ведь просто парень, любящий пришельцев и желавший друга. Это ее вина. Из-за нее так получилось. Наконец она у храма. Открыв его двери, девушка увидела паренька. Он спокойно себе кушает. Акарун поверить не может. Он так переживал за нее. Но мама не дала ему договорить, закрыв дверь. Вся ее сентиментальность куда-то испарилась. Она вновь грубит ему. К храму подходит бабуля. С каких пор ее внучка начала дружить с монстрами? Но да ладно. Пока паренек сидит здесь, его проклятие не вырвется. Но стоит покинуть его стены, как он вновь станет монстром. Неужели ей нравятся такие парни? Момо уверяет, что нет, а затем рассказывает суть проблемы. У турбобабки член Акаруна, и она в ответе за это. Ей хочется помочь бедолаге. Бабуля усмехнулась. Значит, ей все-таки нравится этот парень. Но Момо стоит на своем. Все не так. Затем она переводит тему. Недавно у нее получилось использовать экстрасенсорные способности. Это произошло, когда она встретила пришельцев. Но потом что-то случилось, и она больше не может их использовать в полную силу. Байонета уверяет, что НЛО не существует. Момо понимает ее скепсис. Но так или иначе, теперь она тоже экстрасенс. И ей удается подавлять проклятие Акаруна. Бабуля задумалась. И как ее внучка угораздила вляпаться в передрягу с турбобабкой? Это дело довольно серьезное. Давным-давно ее прозвали бабуля сотка в час. Этакий современный йокай, терроризирующий всю Японию. Услышав о ней, скоростная Санува начала проводить много времени в том тоннеле. Байонета приехала посмотреть, что она задумала. И там было нечто странное. Она даже не смогла приблизиться к тоннелю, потому что ощутила в нем сильное присутствие. Момо слышала о привязанных духах. Они остаются в местах, которым питают что-то вроде сильной привязанности. В большинстве случаев это сильнейшие существа на этой территории. И внутри того тоннеля был привязанный дух, который соединился с турбобабкой. Момо лучше не связываться с ней, ведь бабуля не хочет потерять свою внучку. К тому же, она ведь не связана с очкариком. Пусть забудет о нем и возвращается к своей обычной жизни. Момо задумалась, а что бы ее дорогой Такакура сделал в такой ситуации? Когда она не знает, что делать, то всегда представляет его. И она уверена, Кен-сан обязательно помог бы ему, и она поступит так же. Услышав это, бабуля убедилась, он ей точно нравится, она ведь назвала его имя.
Момо в очередной раз пытается доказать, что бабуля ошибается. Байонета поняла. Внучка не отступится. А значит, нужно помочь. Момо придется сыграть в салочки с турбобабкой. Забайтить ее будет несложно. Старая слишком уверена в своей скорости. Но вот как только она согласится, начнутся сложности. Им с Очкаруном придется бежать, пока не упадут замертво. Территория привязанного духа находится в пределах города Сёна. Турбобабку нужно вывести за пределы города. И, конечно же, не попасться. Если получится выманить Каргу с территории призванного духа, она ослабнет. И в таком состоянии даже им удастся победить ее. Момо считает, что план говно. Она ни в жизни обгонит эту старуху. Почему бы им просто не повесить этот талисман в тоннеле? Байонета уверяет, что это не сработает. И вообще, в этом деле она ей не помощник. Поскольку сила барьеров бабули просто позаимствована у бога, живущего здесь. И если она покинет город Камикоси, то больше не сможет их использовать. Так происходит из-за того, что у любого места есть свой бог. Проблема сводится к тому, кто вы. Команда хозяев или гостей. Так что нравится Момо это или нет, но единственный способ одолеть бабку — обогнать ее. Придется тренироваться. Внучка тут же начинает ныть, что у нее никогда не получится обогнать старуху. Но Байонета говорила не про нее, а про него. Вот только Момо уверяет, что у очкарика совсем нет выносливости. К тому же, ей постоянно нужно держать под контролем его проклятие. Но и самое главное, Окарун может использовать свою силу всего 2 раза. Байонета говорит, что тогда ему предстоят тренировки в стиле Ванпанчмена, чтобы постоянно поддерживать полную мощность. И Момо не стоит расслабляться. Пусть работает над своими способностями. Увы, бабуля не может помочь им напрямую, так что им самим придется стать сильнее. С завтрашнего дня она заставит их работать до кровавых мозолей. Пока могут отдохнуть. Когда парочка осталась наедине, Окарун просит прощения за то, что во время сражения думал только о себе. В отличие от него, Момо действовала иначе. Она помогла. И только из-за нее они одолели того монстра. Но он обещает, в следующий раз он сделает все возможное, чтобы помочь ей. Окарун не хочет, чтобы она разочаровалась в нем. Пусть не перестает дружить с ним. Момо уверяет, что ни капельки в нем не разочарована. Но в таком случае у Окаруна вопрос. Какого хрена она захлопнула перед ним дверь? Девушка не решается сказать правду о своих чувствах и переводит тему. Во время сражения Малый был крут, хотя он все равно тот еще придурок. Пусть будет уверен, в следующий раз она вновь спасет его. А пока пусть поспит. Но Окарун хочет чего-нибудь попить, и Момо идет за чаем. Бабуля, как всегда, смотрит телек. И помните чела из начала главы, про которого она рассказывала на шоу? Оказалось, что все сказанное ею было правдой. И, судя по всему, теперь его карьере конец. Ведь он оказался лжецом. Бабуля ждет, когда он признается про Кари. Все равно все рассказал. А то еще подумают, что ее предсказания не 100% точны. Некоторое время спустя Окаруну срочно нужен толчок. Бабуля не видит в этом ничего особенного. Но Момо не собирается его отпускать одного. Ведь если она потеряет его из вида, то проклятие вновь возьмет верх. Однако смотреть, как он справляет нужду, ей не хочется. Окарун тоже не горит желанием. Но есть ли какой-то другой способ? Бабуля спрашивает, как вообще она контролирует проклятие? Момо пытается объяснить. Она видит голубоватое пламя внутри Окаруна. И когда она сжимает эту ауру, она уменьшается. В каждом есть аура, но цвета разные. У кустов и камней она тоже есть. И Момо может их контролировать и передвигать как угодно. Но радиус действия невелик. Выслушав ее, Байонета говорит, что ей казалось, что экстрасенсорные способности должны быть безумно мощными. Но сила ее внучки сильно ограничена. Момо рассказывает, что когда ее способности впервые пробудились, они были намного сильнее. И ей казалось, что она неостановима. Но потом они быстро ослабли. И теперь она может лишь манипулировать аурами. Бабуля просит внучку закрыть глаза на секунду. И пусть не переживает за проклятие. Сейчас ей нужно научиться полагаться не только на глаза, но и на другие свои чувства. Например, осязание. Если она может брать ауры, то должна их и чувствовать. Пусть ощутит ауру Окаруна на своей коже. Попробовав это, девушка ощутила холод. Байонета просит закрыть глаза. Пусть полностью прочувствует ауру. Момо пробует, но ничего не получается. Паренек снова превращается в озабоченную бабку. Девушке приходится по старинке возвращать ему человеческий облик. Но это не главная беда. Клапан очкарика уже не выдерживает. Скоро говно польется по штанине.
Пока барышня решает, что делать с засранцем, он умудряется сбежать и со всех ног ринуться к толчку. Момо бросается за ним. Неужели у него хватит наглости насрать в чужом доме? Бабуля не видит в этом ничего такого и кричит, что пойдет с ними. Прямо сейчас перед вами типичное утро большой семьи. Битва за толчок. А Карун с горем пополам добрался до туалета. Правда, делать свои грязные делишки ему приходится в присутствии ведьм. Как же это унизительно. Ему всегда так хотелось испытать неизведанное. Но справлять нужду в присутствии симпатичной девушки и ее бабули — это уже слишком. Додория решает продолжить разговор о способностях внучки. Скорее всего, в момент пробуждения силы она ощутила свои природные способности. Но затем они каким-то образом запечатались. Ей придется много тренироваться, чтобы потихоньку освободить свою силу. Но пока непонятно, сколько времени это займет. Ну, и пареньку тоже нужно усерднее стараться. И речь не про его потуги в толчке. А Карун кричит, что он вообще-то здесь. Неожиданно у бабули пошла носом кровь. Мама испугалась. Это ведь в точности как и тогда. А затем она увидела турбобабку в толчке. Момо кричит, чтоб бабуля что-нибудь сделала. Здесь враг. Но турбобабка заявляет, что сейчас ничего не выйдет. Ее бабуля лишь тень себя самой. Время движется только для них двоих. И у Момо есть выбор, как умереть ее бабке. Инсульт или сердечный приступ. Это проклятие заразительно. С пацаном в качестве посредника она может убить любого человека, видевшего его. Девке не стоит испытывать судьбу. У нее нет времени на тренировки. Сегодня ночью пусть приходит к тоннелю. Если не придет, она обещает использовать Акаруна, чтобы убить всех вокруг. Выдвинув ультиматум, турбобабка исчезает. Все приходит в норму. У Акаруна кровь. Бабуля, оглядевшись, замечает, что один из оберегов изменился. Она просит Момо рассказать, что случилось. Некоторое время спустя Байонета проводит обряд. Парочку она нарядила в странные шмотки. Бабуля объяснила, что это своего рода бронежилет для экстрасенса. Они не готовы к этой битве, но выхода нет. Поэтому дополнительные меры предосторожности не повредят. Момо уверяет, что они не слабаки, ведь побеждали уже пришельцев. Бабуля начинает спорить. Пришельцев не существует. После небольшой словесной перепалки бабушка обнимает свою любимую внучку. Она сильно переживает за нее. Пусть постарается не умереть. Наконец пришла пора прощаться. Глядя им вслед, Додория просит Бога защитить этих двоих. Момо и Акарун уже в поезде. Уже скоро они встретятся с турбобабкой. Эта старая карга посмела навредить бабуле. Поэтому пусть мажет жопу вазелином. Скоро он ей понадобится. Наконец парочка добралась. И внимательный зритель наверняка заметил, что Момо в другой одежде. Все дело в том, что прямо в поезде она переоделась. Акарун был против, ведь одежда защищает от злых духов. Но Момо плевать. Как можно сражаться с призраками в таком тряпье? Для нее красивая одежда и есть боевая форма. Теперь же возвращаемся в тоннель. Парочка не решается входить. Обоим страшно. Но Момо удалось надавить на пацана и заставить его пойти первым. Хоть он и пытается сделать так, чтобы девушка была впереди. Продвигаясь дальше, они обсуждают план. Сражаться с ней напрямую они не могут. Им нужно выманить ее за пределы Сёна и оторвать ее от привязанного духа. Если получится, турбобабка ослабнет. В принципе, они ведь уже прикончили громадного монстра. Какая-то дряхлая бабка им не помеха. Но вот и она. От ее размеров ребята прихерели. Ачкарун тут же запаниковал. Что им делать? Бабка поднимает голову. В ту же секунду парочка заметила, что тоннель изменил форму, и призрак наступает с обеих сторон. Момо реагирует мгновенно. У нее с собой были биты, которые тут же были пущены в ход. Однако бабуле насрать. Ее глаза заменяются ртами, которые без особых проблем поглотили снаряды. А Карун просит, чтобы Момо освободила проклятие. Быть может, в этой форме получится с ней справиться. Однако, как только Акаруну подрубили дьявольский рамс, он сразу же сменил настрой на пессимистичный. Момо пытается его взбодрить, но в следующую секунду он опять становится человеком, и девушка больше не чувствует проклятия. Турбобабка вернула ему член. Проклятие снято. Удивительно, что они смогли его использовать. Но пусть не радуются. Их дерьмо-дуэту пришел конец. Сейчас она просто сожрет их обоих. Момо вспоминает слова бабули. Нужно забайтить старуху. И в последний момент девушка берет ее на понт. Она же пытается их убить, просто потому что сыт.
О ее скорости слагают легенды, но это просто байки. Если она не трусиха, пусть испытает их в игре на скорость. Турбобабка принимает свою обычную форму. Неужто эта малявка ставит ее четкость под сомнение? Ладно, она сыграет с ними, ведь сожрать их можно в любую секунду. Но какие правила? Докуда нужно бежать? Момо говорит, что не докуда. Они будут играть в салки. Если их поймает, то выиграет. Правила просты. Все, что от нее требуется, досчитать до 10 минут. И пусть запомнит это правило. Ведь если нарушить его, то ее запомнят как самого дерьмового юкая в истории. Бабуля улыбнулась. Так и быть. Она и сама ненавидит жуликов. Отчет пошел, и парочка рванула со всех ног. А Карун в восторге. Момо просто гений. Она и сама это знает. Но надо было заставить ее считать подольше. Бабка же в это время ведет счет. Вот только делает она это крайне странно. Через мгновение Момо была схвачена. Вырвавшиеся из-под земли руки окутали ее, сформировав кокон. Турбошаболда заключает. Время девчонки закончилось. Теперь она будет считать для пацана. Услышав, как ведет счет пожилая спидстерша, Ботан кричит, что она жульничает. Она ведь обещала не нарушать правила. Однако ей сказали отсчитать время, но не сказали, как считать. И пока Карун пытается добиться справедливости, и его время подходит к концу, бабка уже тянет свои руки, чтобы схватить его. Но у Каруна возник план. Пусть старая даст полезать свои сисечки. А Карун схватился за ее вымя зубами. Это взбесило бабку. Как этот сопляк посмел трогать ее сиськи? А Карун напоминает. Она ведь сама предложила. И он не отпустит ее, пока она не освободит Момо. Турбобабка, к своему удивлению, ничего не может сделать. Черт, это все из-за его одежды. Тогда старая решает превратиться в призрака и просто завладеть его телом. Так и происходит. Хоть и с трудом, но теперь она внутри мальчишки. Кто вообще дал ему эту одежду? Ну да ладно, пора заканчивать. Нужно сожрать девчонку. Вот только она не может сдвинуться. Ощущение, будто ее сейчас раздавят. Неужели здесь кто-то еще есть? Момо все еще подает признаки жизни. Хоть она и в коконе, и ничего не видит, но все может чувствовать. Прямо сейчас внутри Акаруна нет его бледно-голубого пламени, потому что там истинная форма бабки, и она чувствует это. Момо удается сжать ауру старухи. Используя ее, она разрушает свой кокон и возвращает Акаруну его тело. А вот бабку заточили прямо в пачане. Старая вопит, чтоб дуэт дерьма освободил ее, но Момо лишь улыбнулась. Старую суку наконец усмирили. Но в следующую секунду они услышали пугающий голос, требующий вернуть бабулю. А затем они увидели громадное нечто, приближающееся к ним. Дерьма дуэт тут же покидает тоннель. Вот таким получился первый выпуск. И ты это, не уходи, раз уж досмотрел до конца. Чуть пару минут посидеть влом. Лично мне манга зашла. Если вам тоже, любым доступным способом донесите это до меня, чтобы я знал, продолжать или нет. Следующую серию выложу через неделю. Она, кстати, уже доступна для бустеров. Там, к слову, вообще круто. Серии выходят большие, есть аудиокниги. Недавно озвучил новеллу по Берсерку. Пробная версия доступна в моем ТГК, к слову. Пробегитесь там по закрепам, увидите. Ну и благодаря поддержке моих солнечных бустеров я могу продолжать свою деятельность и улучшать свой контент. Поэтому, если вам видос понравился и вы бы хотели больше подобного, прожмите Лукойл, зайдите на Бусти, в ТГК, в общем, сделайте то, что позволит мне и дальше заниматься любимым делом. Ведь мое дело живет до тех пор, пока кто-то из вас дает ему дышать. Чтобы скрасить ожидания следующей серии, можете пошариться по моему каналу. Пересказов у меня не так уж чтобы много, но большая часть из них закончена. Вы, например, можете посмотреть полностью Берсерка или Бродягу, или заценить третий сезон саги о Винланде. Тем, кто разочаровался после арки фермы, могу сказать, что дальше экшона будет больше, и в целом манга намного станет интереснее, так что дайте второй шанс Винланду. Ну, а на этом, с вашего позволения, откланяюсь. Скоро услышимся.